Глава 151. Прорыв. На лице Чутеня отразилось спокойствие, но в глубине его зрачков сверкал холодный свет. «Кажется, ты очень уверен в своих силах. Не хотел этого говорить, но их более, чем достаточно, чтобы разобраться с тобой». Фэн Цин Юнь безо всякого уважения продолжал его провоцировать. «Ты не веришь? Я дам тебе шанс бросить мне вызов, и я дам тебе фору в 10 ударов. Как насчет этого?» Такая провокация. Неужели Чутянь по-прежнему будет его игнорировать? Фэн Цайда увидела, что дело плохо, и тут же встала между ними. «Цин Юнь, хватит. Если ты недоволен, то поговори со мной. Не нужно грубить моим друзьям. Как я посмею? У тебя же есть твой отец, маркиз Божественного Ветра». Зловещим тоном произнес Фэн Цин Юнь, а затем посмотрел на Чутеня. «Раз уж ты отброс, которого защищает женщина, даже хорошо, что ты не сделаешь ход». Сказав это весьма властным тоном, он прошел мимо Чутеня. Фэн Цайды с извиняющимся лицом посмотрела на Чутеня и сказала: «Брат Лу, не обращай на него внимания». Цин Юнь долгие годы культивировал за пределами семьи и вернулся в центральный город лишь недавно. Говорят, он достиг много, поэтому лучше с ним не драться. Чутянь не уважал даже Чу Син Хэ. На что рассчитывал этот мальчишка? Однако Чутянь с любопытством произнес: «У вас, двоюродных брата и сестры, не очень хорошие отношения». На лице Фэн Цайды проступила беспомощность. «Я его и правда обидела». «Ох». Немного заинтересовался Чутянь. «Что произошло?» «Ты знаешь, что у меня был меридиан, заблокированный от рождения, поэтому у меня не было способностей. Ради моего отца семья вкладывала в моё тело лучшие ресурсы, безуспешно тратя все драгоценные сокровища. Если бы не я, эти ресурсы перешли бы Цин Юню, и он со своим талантом, несомненно, не уступал бы сейчас 4 молодым мастерам. Он так подавлен только из-за этого. Думаю, есть еще кое-что». Рассмеялся Чутянь. «У тебя больше нет заблокированного меридиана, и вся духовная энергия, что на протяжении многих лет хранилась в твоем теле, заставляет тебя расти быстрыми темпами. У него недобрый взгляд, в нем видны ревность и страх. Он слишком узко мыслит, он не добился бы больших успехов. Ты не должна чувствовать себя виноватой, это не твоя вина». Притягательное лицо Фэн Цайды слегка покраснело. «Это все благодаря тебе. Мой отец хочет тайно встретиться с тобой. Поскольку меня пригласил маркиз Фэн, я приду, как только будет возможность». Кем был отец Фэн Цайды? Ответ был довольно ясным. Фэн Цайды была дочерью Фэн Юнтиня, маркиза Божественного Ветра. Чутянь задумался, почему же маркиз Божественного Ветра помог ему. Даже если бы он победил Е Удаа и Е Тянлана, после этого в городе Южного Неба больше не было бы мира. Фэн Юнтянь появился внезапно и разрешил эту проблему, запретив семьям Чу, Ло и Е вторгаться в город Южного Неба, что даровало Чутяню период спокойствия. У этого человека был характер, и раз ему выдался шанс, он должен был с ним встретиться. Если бы Фэн Цин Юнь знал, что Фэн Цайда вылечил именно Чутянь, он бы возненавидел его до глубины души и захотел содрать с него кожу. Однако Фэн Цин Юнь действительно не был слабым, он был не слабее Фэн Цайды, даже увидев странную скоростью и силу адского пламени. Фэн Цин Юнь сохранил высокомерное выражение лица, а раз он позволил Чутяню фору в 10 ходов, это значило, что он действительно был непрост. Чутянь не был уверен, что победит его, даже если скроется. Однако он до сих пор был на уровне пустой души, так насколько же он силен. После окончания отборочного этапа осталось лишь 2 команды. Одна, конечно же, была командой Чутеня. Силы другой команды были неплохи. Все они были культиваторами-одиночками, однако служили они помощниками в крупных семьях. Некоторые просто были молодыми талантами из крупных семей. Они не учились в Центральной государственной академии, потому что у них были отменные таланты, и их родители считали это более важным. Разве не сказали, что набирают всех, даже тех, кто не учится в академии? Они отвечали всем требованиям, вне зависимости от возраста и статуса. Завтра Чутеня ожидает серьезная конкуренция, ему нужно было подготовиться. Вернувшись домой, Чутянь сразу же закрыл двери. В центре комнаты стоял огромный валун. Он был черным, как чернила. Казалось, что он сделан из вулканического стекла с зеленым пламенем внутри. Каменный элементаль Юнь-Я последовала инструкциям Чутеняи и, купив его, тайно разместила здесь. Когда он приблизился к каменному элементалю, адский меч не смог сдержать дрожи. Дух меча чувствовал энергию, скрывающуюся внутри, и стремился ее заполучить. «Не беспокойся. Это тебе». Ледяное, как лед, темно-синее лезвие вонзилось в каменный элементаль, и острие меча коснулось темного пламени в центре. Гигантский валун тут же задрожал. На кристально-ледяном лезвии меча внезапно показалась огромная паутина рун. Адское пламя, управляемое Чутянем, полностью окутало меч. Энергия, чистая и загадочная, лилась из адского меча, словно река, заставляющая адское пламя разгораться. Адское пламя могло стать в разы сильнее.
Этого Чу-Тянь не ожидал. В его теле появилась чистая духовная энергия, вылившаяся из рукояти меча в его меридианы. Возможно, этот каменный элементаль когда-то был элементалем высшего класса, и энергия была настолько сильной именно поэтому. Когда адский меч поглотил темное пламя, оставшаяся духовная энергия оказалась для него бесполезной, и поэтому она отправилась в тело Чутяня. Человек возродил меч, и меч возродил человека, чтобы тот снова поднял меч. Чутянь практиковал искусство меча, чтобы увеличить мощь адского меча. Когда адский меч стал сильнее, он тоже помог Чутяню стать сильнее. Чутянь даже не думал об этом. Поскольку каменный элементаль содержал духовную энергию жизни, его тело слило эту энергию с его источником, и извлечь ее было нельзя. Однако адский меч мог извлечь ее. Отлично, Чутянь определенно не упустил бы такую хорошую возможность. Он тут же сел, скрестив ноги и сжав меч обеими руками. Он открыл все свои меридианы и, культивируя, позволил духовной энергии вливаться в его тело. Это была колоссальная духовная энергия жизни. Она превзошла все ожидания Чутяня. Чутянь ощущал, как духовная энергия в его теле становится все больше, как она достигает критической точки. Ему оставался всего один шаг. Как Чутянь мог упустить эту редкую возможность? Одним рывком он раскрыл меридианы, в его дантяне стала скапливаться бесконечная духовная энергия, тело Чутяня окружило интенсивное свечение, его тело испускало невидимые волны духовной энергии. Комната задрожала, а стены покрылись трещинами. Что происходит? Такая мощная аура. Юнь-Я постоянно стояла на страже. Ощутив ауру, исходящую из комнаты, она сразу же поняла, что у Чутяня прорыв. Когда Юнь-Я и Чутянь впервые встретились, он был обычным культиватором 9-го уровня совершенного тела. Как за такой короткий промежуток времени он смог достичь 2-го уровня пробужденной души? Скорость была слишком быстрой, давление, которое она ощутила, когда Чутянь прорывался ко 2-му уровню, испугало Юнь-Я, оно не было тем, чем мог обладать культиватор пустой души. Его боевая сила должна была увеличиваться вместе с его культивационным фундаментом. Теперь ему трудно было найти противника среди культиваторов пробужденной души, примерно через полчаса в комнате наконец стало спокойно. Тяжело вздохнув, Чутянь вытащил меч из каменного элементаля. Камень, напоминавший нефрит, теперь превратился в обычный камень, а огонь внутри погас. Аура адского меча стала еще холоднее. Многие годы этот меч лежал в древней гробнице, и его дух истощился. Чутянь использовал адское пламя, чтобы насытить дух меча, однако тот остался слабым и не мог раскрыть истинной мощи адского меча. На этот раз дух меча действительно насытился. Несмотря на то, что прежних вершин он не достиг, сила меча немного увеличилась. А самое главное, что в практике меча адского пламени Чутянь перешел от царства малых успехов к неизвестному царству. Что касается его силы, то и она изменилась. Юнь-Я увидела, как он выходит наружу. На великих играх у тебя будет мало достойных соперников. Ты наверняка выиграешь соревнования, быть чемпионом недостаточно. Загадочно улыбнулся Чутянь и направился дальше. Не слишком ли он высокомерен? Он постоянно говорил, что выиграть соревнования будет легко. Хотя он был уже на 2-м уровне совершенной души, он не был уверен, что станет чемпионом. На Великих играх были и сильные враги. Следующим утром соревнования Центрального государства официально начались. Великие игры привлекли внимание многих крупных семей Центрального государства, а обычные жители считали их забавным событием. Великие игры еще не начались, а ставки уже делались, и весь город ставил на то, кто же станет чемпионом. Чу Фэн, судя по данным букмекеров, он был человеком с наивысшим шансом на победу. Чу Фэн был младшим братом Чу Синхэ и был на 5 лет моложе. Он был еще одним величайшим талантом 3-го поколения семьи Чу. Чу Фэну только что исполнилось 21, и в течение 2 лет он занимал первое место в рейтинге двора Лазурного дракона. Дворец Лазурного дракона был в Центральной государственной академии самым сильным, поэтому Чу Фэн мог считаться сильнейшим учеником академии. Говорили, что сильнее всего Чу Фэна разочаровывал Чу Синхэ из того же поколения. Если бы в семье Чу не было кого-то вроде Чу Синхэ, тогда они вкладывали бы все ресурсы в Чу Фэна. Он был бы главой 3-го поколения семьи Чу и стал бы одним из 4 молодых мастеров. Небо действительно благословило семью Чу, было бы прекрасно, если бы у них появился еще один талант уровня Чу Синхэ, теперь у них появился новый талант Чу Фэн. 3 другие семьи действительно этому завидовали. Конечно же, одного человека все предпочитали игнорировать. Это был странный юноша из города Южного Неба, который тоже носил фамилию Чу. Возможно, в одном поколении семьи Чу и без него было слишком много талантов, поэтому остальные уже не имели значения. Семья Чу всегда относилась к нему с презрением, никто не желал возвращать его в семью. Вместо этого они хотели как можно скорее убить его. Это породило конфликт между Чутянем и семьей Чу, и теперь они держались порознь, как огонь и вода.
Чу Фэн — совсем другое дело. Е Хэнь и Ло Цзиньши тоже были главными претендентами на звание чемпиона. Е Хэнь и Ло Цзиньши были ничуть не хуже Чу Фэна. Один из них был лидером двора Белого Тигра, а другой возглавлял двор Черной Черепахи. В академии они были самыми серьезными соперниками Чу Фэна, они постоянно сражались друг с другом, побеждая и проигрывая. Хотя Чу Фэн был немного сильнее, это не гарантировало ему победу. Если все пойдет, как и ожидалось, чемпионом будет один из этих трех. Однако в этом году условия были необычными, потому что добавилось слишком много дополнительных факторов. Ходили слухи, что на первом месте двора Багровой Птицы был сверхталант, который поступил в Академию месяц назад, и духовный источник, которым обладал этот человек, для центрального города был редкостью. Этот духовный источник был даже сильнее, чем у 4 молодых мастеров, и его можно было считать источником божественного класса. Был и молодой мастер семьи Юнь, которого все недооценивали. Прямо перед соревнованием он внезапно вспыхнул, и теперь трудно было сказать, насколько он силен. Также было 2 команды людей, не принадлежащих Центральной государственной академии. Одна из команд обладала великолепием единственной дочери маркиза Божественного Ветра Фэн Цайды. Она была темной лошадкой, которая ввергала людей в предвкушение. На этот раз в Великих Играх участвовало много экспертов. Чтобы заслужить драгоценный шанс и поучаствовать в испытаниях, каждый будет сражаться изо всех сил. Предсказать конечный результат было трудно. Глава 152. Первое сражение. На арене, где проводилось соревнование центрального государства, собралось огромное количество людей. Они были взволнованы, прекрасно выражая благосостояние центрального города. Из крепкой лиственной древесины было построено 6 больших сцен, которые разделяли несколько футов. Они располагались в форме гексаграммы. На каждой сцене было по 6 мест, а огромная центральная сцена явно была предназначена для финального сражения. Сцены были полностью окружены людьми и гостевыми местами, отведенными крупным семьям. Сейчас там было пусто, и многие семьи пока не пришли. Рядом располагалась огромная деревянная доска с золотыми буквами, размером с большой кулак, где были написаны правила и порядок сражения всех участников. Команду Чутиня разделили на 6 сцен, так что до последнего сражения они не встретятся друг с другом. Фэн Цин Юнь взглянул на деревянную доску с правилами, насмешливо фыркнул и сказал: «Надеюсь, тебе повезет, иначе ты не станешь моим соперником в последнем сражении». Чутянь считал иначе: «Мне всегда везет». Толпа вокруг была взволнована. Здесь семья Чу. Это Чу Шаньхэ, глава семьи Чу, и Чу Синхэ, молодой мастер Небесного Меча. Семья Чу была не очень многочисленной, но производила великолепное впечатление. Все судьи семьи Чу были в форме и, кажется, были серьезными фигурами. Любого из них можно было считать важным человеком центрального города. Вокруг 5 прекрасных паланкинов, которые несли к местам для почетных гостей, было около 50 старейшин семьи Чу и их помощников. Семья Ло, семья Е и семья Юнь — здесь 3 других великих семьи. Ло Лян Чен и молодой мастер Драконьего Тигра Ло Сян Лун. Е Удаа из семьи Е и Е Тянлан, молодой мастер Небесного Волка. Патриарх семьи Юнь, Юнь Тяньхэ и Юнь Я, молодой мастер Фиолетовой Молнии — это действительно великая встреча, которая проходит в центральном городе каждые несколько лет. Вместе собираются все легендарные личности центрального города. На этой великой встрече присутствовали главы 4 великих семей и их преемники. Великий генерал центрального штаба Сюн Уцзи. Великий и опытный генерал привел несколько сотен высококлассных стражников, и все смотрели на него с трепетом. Семья Сюн была ведущей семьей центрального государства, уступая лишь семье Фэн и 4 великим семьям. Глаза Чутиня немного загорелись. Это действительно он, это был генерал, которого Чутянь встретил в крепости Черного Ветра, на которого он произвел хорошее впечатление. Хотя он знал, что статус этого человека высок, Чутянь никогда бы не подумал, что этот человек отвечает за армию центрального государства. Хотя влияние его семьи было слабее, чем влияние 4 великих семей, этот великий генерал по имени Сюн Уцзи был не слабее, чем главы остальных семей. Здесь мэр. Здесь директор. Когда появились великолепные стражники, начали бить барабаны. Человек, одетый в голубые одежды мэра, занял место судьи. За спиной мэра стоял ученый средних лет. Судя по схожести лиц, они были кровными братьями. Мэр центрального города Фэн Юнь Лун, директор Центральной государственной академии Фэн Юнь Ху, они были фундаментом семьи Фэн в центральном государстве. Один управлял центральным городом, а другой — Центральной государственной академией. Сюда прибыли все семьи военных и политиков, а также 4 великих семьи. Здесь собрались люди, стоящие на вершине пирамиды центрального государства.
Центральный город придавал этой встрече огромное значение. Этот конкурс был связан с квотой Центрального государственного испытания, Центральное государственное испытание. Вот о чем мечтала вся молодежь Центрального государства. Центральное государственное испытание подразумевало огромные сокровища, включая даже наследие древних культиваторов. Каждый раз, когда открывалось испытание, к участию допускали лишь 10 человек, 4 великих семьи были господами Центрального города, поэтому каждая семья уже имела по месту. Остальные 6 мест определялись в ходе Центрального государственного соревнования. Места не было даже у семьи Фэн, хотя она занимала высокое положение. Они жили в центральном городе уже десятки лет. Зазвенели золотые колокола, зрители сразу притихли. Все поняли, что великая встреча вот-вот начнется. Небо заполнил сильный ветер, и внезапно появилась мощная аура. Протяжный хохот пронзил небо и арену Центрального государственного соревнования. В этом году довольно оживленное соревнование, поэтому я здесь, чтобы присоединиться. Когда все услышали этот голос, то были поражены. Обычные жители опустились на колени. Генералы и чиновники небольших и малых семей поклонились. Главы 4 великих семей и 4 молодых мастера встали, чтобы выразить почтение. «Приветствуем маркиза Божественного ветра». По небу летел Фэн Юнь-Тянь, одетый в синий халат, маркиз Божественного ветра. Преодолев сотни метров, он приземлился перед двоюродными братьями, которые занимали судейское место. Не нужно формальностей. Пусть соревнование продолжается. Не стоит ничего менять ради меня. Дворяне не могли скрыть взбудораженных взглядов. У маркиза Божественного ветра не было места, однако он был защитником Центрального государства и одним из 8 маркизов Южного лета. Одно лишь звание маркиза Божественного ветра ставило его даже выше мэра. Семья Фэн была уважаемой семьей столицы, она внесла большой вклад в войну с духовными зверьми. На войну ушли все родственники Фэн Юнь-Тяня, однако вернулось лишь несколько человек. Военные заслуги Фэн Юнь-Тяня подарили ему титул маркиза Божественного ветра, и 12 лет назад он привел свою семью в центральное государство. В этой трагической войне погибла большая часть прямых потомков семьи Фэн. Фэн Юнь-Ху и Фэн Юнь-Лун были младшими двоюродными братьями Фэн Юнь-Тяня, но, честно говоря, оба были из побочной семейной ветви. Однако Фэн Юнь-Тянь не только подал в отставку, но и сделал их ветвь семьи главной. Когда выяснилось, что у дочери Фэн Юнь-Тяня есть заблокированный меридиан, семья Фэн поняла, что это будет пустой тратой, однако они не стеснялись вливать в нее всевозможные драгоценные ресурсы. И этому была своя причина. Изначально главной семьи был Фэн Юнь-Тянь. Он внес в семью большой вклад и отказался от своей должности, как семья Фэн могла обращаться с его потомками плохо. Это было меньшее, что семья Фэн могла сделать. Семья Фэн управляла территорией центрального государства, однако людей в их семье было не так уж и много. Тем не менее, сила маркиза Божественного ветра была значимее центрального государства, и никто не мог ему возразить. Он мог покорить даже страну Южного лета. Пойти против маркиза Божественного ветра могли лишь старожилы 3 великих семей. И неважно, что членов семьи было лишь несколько. Репутации маркиза Божественного ветра было достаточно, чтобы защитить их. «Приветствую, двоюродный брат. Пожалуйста, присаживайся». Мэр центрального города не смел дерзить маркизу Божественного ветра. Фэн Юнь-Тянь занял самое высокое место, соревнование началось. Начнется прямо сейчас. Фэн Юнь-Ху был директором Центральной государственной академии, поэтому сегодня главным судьей был он. Да начнутся великие игры. Снова зазвенел золотой колокол. На арену вышло больше 100 участников. Арена номер 3, раунд 1. Лу Жень против Чумина. Несколько секунд Чутянь был потрясен. Это не может быть правдой. Какое совпадение? Он сразится первым. Его противник носит фамилию Чу, Чутянь вышел. На него посмотрели несколько важных лиц. Юнь Тяньхэ встал, это тот мальчишка. Чу Синхэ тоже открыл глаза и осмотрел его острым, словно меч, взглядом. Это он? Конечно же, Фэн Юнь-Тянь тоже обратил внимание на Чутяня. Он несколько раз оглянулся, неплохая маскировочная техника, даже мне трудно ее заметить. Неудивительно, что он обманул столько людей, Чумин был слугой семьи Чу. Семья Чу немного походила на семью Юнь. Если семья Юнь была семьей ученых, то семья Чу была военной семьей. Семья Юнь вбирала в себя всех ученых центрального государства, тогда как семья Чу нанимала всех талантливых воинов центрального государства. Семья Чу была намного сильнее, чем семья Юнь, и могла принести большую пользу. Естественно, в этом мире не могло быть бесплатной еды. Семья Чу приносила больше пользы, но и условия у них были гораздо более строгими. Вступив в семью Чу, каждый, от слуги до посвященного, должен был сменить свою фамилию на фамилию Чу.
как это было с Чу Тунвынем и Чу Батянем. То же самое произошло с молодым Чумином. Изначально Чумин был очень знаменитым молодым талантом, и поскольку он понравился семье Чу, они заплатили немало денег, чтобы купить его. В течение 10 лет он культивировал в семье Чу и изучал лучшие культивационные методы, принадлежащие семье Чу. Теперь он был членом семьи Чу. Чу Мин не учился в Центральной государственной академии и попал сюда из посторонних команд. Члены семьи Чу выглядели удовлетворенными. Старейшина сказал: «Талант Чу Мина редок даже для семьи Чу», другой старейшина кивнул. Ему всего 20 лет, а он уже на 2-м уровне пробужденной души. Он уже превзошел обычных старейшин семьи Чу и руководителей высокого уровня. Самое страшное заключается в том, что у него превосходное искусство меча. Не так много экспертов могут отбить удар Чумина. Это может быть сложным даже для тебя и меня. Что за чушь? Техника меча семьи Чу известна на всю страну Южного Лета. Кто может с ней справиться? Этот безымянный культиватор точно проиграет. Члены семьи Чу были полны уверенности. Лишь Чу Син Хэ слегка нахмурил брови. Чу Мин вытащил из ножен изогнутый меч и холодно посмотрел на Чутяня. «Просто сдайся. Я, член семьи Чу и обычный культиватор, сражающийся с семьей Чу, просто ищет смерти». Чутянь, даже не доставая меч, скрестил руки на груди. «Ты можешь так наивно рассуждать? Не говоря уже о том, что ты раб семьи Чу, боялся я бы истинного члена семьи Чу? Не трать время и просто делай свой ход». Раб семьи Чу, эти слова действительно задели Чумина. «Ты хочешь смерти? Что ж, я тебе помогу». Чу Мин схватил изогнутый меч и, даже не шевелясь, оказался перед Чутянем. Холодное свечение изогнутого лезвия устремилось к его груди. Слишком быстро тело Чу Мина не двигалось, он словно телепортировался, а холодное свечение заполнило воздух сильным импульсом. Чутянь даже не моргнул, он наблюдал, как движется меч врага. Все потрясенно закричали: «Почему он не уворачивается?» Когда свечение меча было уже близко, Чу Мин внезапно исчез. Толпа вдруг поняла: Чу Мин практиковал культивационную технику. Казалось, что он нападает, но это была лишь иллюзия, призванная сбить противника с толку, которая затрудняла различие между реальностью и ложью. Если бы Чутянь предпринял попытку уклониться, это позволило бы Чу Мину воспользоваться моментом. Когда иллюзия исчезла, Чутянь ощутил холод в горле. Гиперфокус, Чутянь двинулся, и холодный меч пронесся в миллиметре от его шеи. Чу Мин изменился в лице. Быстро устремившись вперед, он снова исчез. Чутянь холодно усмехнулся, а духовная энергия, скопившаяся в его левой руке, постепенно окрасила 2 его пальца в золотистый. Алмазный удар пальца, он ткнул воздух перед собой. 2 золотых пальца поймали несущийся вперед меч. Чутянь применил малую часть силы. Лезвие тут же сломалось, и дикая энергия, выйдя из-под контроля, вызвала мощный взрыв. Прозрачная фигура промелькнула в воздухе и отлетела на несколько шагов. Это было искусство иллюзорного тела семьи Чу. Как можно было одолеть его? Чу Мин уставился на сломанный меч, что держал в руке, его лицо от гнева стало зловещим. Как это возможно? Я — талант, обучающийся в семье Чу. Я действительно проигрываю одиночке. Не верю, что не смогу убить тебя. Чу Мин активировал духовную энергию, чтобы нанести еще одну атаку, но внезапно ощутил сильную боль в груди. Посмотрев вниз, он увидел сломанное снежно-белое лезвие меча, торчащее из груди. Кровь извергалась, не переставая. Нет, нет. Чу Мин в панике схватился за грудь. Пройдя по прямой несколько шагов, он упал на землю. Это техника меча семьи Чу? Чутянь подошел к обмякшему телу Чу Мина и, играя с ним, как с мечом, выбросил его с ринга. Что за чепуха? Такой самоуверенный шаг, несомненно, это вызвало большой переполох. Техника меча семьи Чу была чепухой. Пощечина, нанесенная тем, кто был полон гордости собой, прозвучала очень громко. Они были сильнейшей семьей мечников Центрального государства, близкой к статусу сильнейшей семьи культиваторов страны Южного Лета, а он назвал технику меча семьи Чу чепухой. Он явно пытался разрушить репутацию семьи Чу. Взгляд Чу Шаньхэ стал ледяным. Этот ребенок должен умереть. Глава 153. Ло Цзиньши и Е Хэнь. Чутянь покинул арену. Сян Ху, полный разочарования, бродил вокруг с угрюмым выражением лица. Его исключили в первом раунде. Все это время он был чертовски везучим культиватором-одиночкой. Фэн Юнтянь принял его в почетные ученики, но это было лишь статус. Разве мог маркиз Божественного Ветра лично его учить? Он просто дал ему кучу эликсиров и культивационных техник, позволив ему культивировать в одиночестве. В долине он обычно занимался ручным трудом и ничем не отличался от слуги.
Теперь, когда здесь были участники, достигшие второго уровня пробужденной души, а некоторые даже третьего, в том, что Сянху исключили в первом же раунде, не было ничего странного. Чутянь хотел сказать Сянху пару успокаивающих слов, однако прежде чем он успел что-то произнести, вдруг услышал новость. Похоже, этот наемник по имени Линь Му столкнулся с неприятностями. В первом раунде он сражается с Ло Цзиньши. Чутянь нахмурил брови. Неужели этому парню настолько не везет? Линь Му стоял на второй арене, а его противник был очень крупным человеком. Хотя ему было всего 20 лет, дикая борода на его лица заставляла его выглядеть на все 30. Он был одет очень просто и не был вооружен. На мощных руках виднелись красные татуировки, из-за которой он походил на воина из дикого племени. Первое место в рейтинге черной черепахи Ло Цзиньши, если не считать Ло Сян Луна, молодого мастера драконьего тигра из семьи Ло. Этот человек был величайшим талантом семьи Ло. Ло Цзиньши смотрел на Линь Му как величественный лев, и взгляд его был полон глубокого презрения. Всего лишь грязный наемник, ты недостоин со мной сражаться. Лучше сосредоточься на своей работе. Разве такой отброс, как ты, можешь выступать на центральном государственном соревновании? Проваливай. Иначе не вини меня за грубость. Линь Му был на втором уровне пробужденной души. Ло Цзиньши был уже на третьем уровне пробужденной души. Ло Цзиньши был одним из важных преемников, которые заслуживали обучения, поэтому количество ресурсов, которое ему досталось, было довольно большим. Он не был обычным человеком, и даже культиваторы его уровня не были ему противниками. Линь Му спокойно сказал: «Семья Е тоже наемники». Неужели эти слова — косвенное оскорбление наемников? Это замечание заставило лица семьи Е искривиться. Выражение лица Ло Цзиньши изменилось. У тебя острый язык, но таких, как ты, я ненавижу. Сегодня я вырву тебе язык, и ты больше не сможешь говорить. Линь Му сохранял достоинство. Я хотел бы, чтобы семья Ло сама во всем убедилась. Ты ищешь смерти. Что ж, я тебе помогу. Глаза Ло Цзиньши распахнулись, и его духовная энергия быстро образовала гигантского золотого льва. Казалось, что крепкое тело этого льва сделано из золота. Он испустил мощную ауру, которая потрясла каждого. Ло Цзиньши, его духовным источником был золотой лев. Это был очень высокий демонический зверь, который мог убивать мамонтов и раздирать драконов на части. Безграничная мощь была невероятно сильной. Когда показался золотой лев, сила и скорость Ло Цзиньши увеличилась в несколько раз. Благодаря культивационной технике семьи Ло, его можно было считать человеческой мясорубкой. Такая мощь, он действительно заслуживает первого места двора черной черепахи. Он был лишь на каплю слабее молодого мастера драконьего тигра. Линь Му знал, насколько силен его противник, но молодой наемник не мог унять бурлящую кровь. Ло Цзиньши был сильным, но не такой непревзойденной личностью, как 4 молодых мастера. Раз он стоял на арене, как он мог не сопротивляться? Линь Му вскинул руки, и над ним выросла ива, достигающая в высоту больше 10 метров. Пространство озарил изумрудный свет, тысячи длинных ивовых листьев плясали на ветру, словно дикие волосы демонического бога. Что? Духовный источник в виде растения. 4 лидера удивились. Этот духовный источник мог быть и сильным, и слабым, однако они не знали, что из себя представляет этот наемник. Умри. Ло Цзиньши напал, как неуправляемый носорог. Деревянный шип. Ударил Линь Му по земле. Ло Цзиньши ощутил колебания духовной энергии, исходящие из-под земли, и вскоре взлетели деревянные бревна. Благодаря предельной скорости и навыкам обнаружения, Ло Цзиньши легко уклонился от этой атаки. Замок. Линь Му сложил ладони, и бесчисленные демонические листья стремительно, словно молния, окружили шею, руки, талию и все тело Ло Цзиньши, и тот завис в воздухе. Все были потрясены. Линь Му использовал свой духовный источник, чтобы атаковать. Духовные источники пустой души были слабыми, и их эффект был лишь вспомогательным. Однако духовный источник Линь Му был не таким уж и обычным, потому что мог атаковать. Культивационные техники семьи Ло были близки к боевым, поэтому без применения силы они теряли свою силу. Линь Му громко расхохотался. Его кожа почернела, а его самого окружила черная аура. Все видели, что это мощное демоническое искусство. Линь Му внезапно атаковал. На Ло Цзиньши, подвешенного в воздухе, обрушились ивовые листья. Ивовые листья, острые, словно копья, дождем падали на Ло Цзиньши. Хотя Ло Цзиньши пострадал от этой атаки, Линь Му был на пределе сил. Его правый кулак стал черным, как чернила, и он ударил Ло Цзиньши. Энергия Ло Цзиньши стала заметно слабее. Если этот кулак ударит Ло Цзиньши, этого будет достаточно, чтобы нанести ему тяжелую травму. У тебя есть лишь капля мастерства. Золотой лев издал рев,
и вперед хлынули волны духовной энергии, которая полностью уничтожила все ивовые листья, окружающие его. Хочешь узреть культивационную технику семьи Ло? Тогда я позволю тебе увидеть мощь двойной фазы льва-тигра. Взмахнув левой рукой, он поднял ветер, который превратился в львиную голову. Она разорвала ивовые листья и демоническое искусство Линь-Му, оставив на его теле рану, похожую на укус огромного льва. «Умри». Ло Цзиньши взмахнул другим кулаком, и духовная энергия превратилась в гигантского тигра, который набросился на Линь-Му и сбил его с ног. Он тяжело упал в центр арены, пробив в земле большую дыру. У Линь-Му сломалось с десяток костей. Духовная энергия превратилась в мощный тигриный рев. Линь-Му получил еще одну серьезную травму, и его доспехи раскололись на куски, а он вылетел за пределы арены, словно воздушный змей. Ло Цзиньши не проявлял ни капли милосердия, сражаясь изо всех сил, неважно, умер ли этот молодой наемник, не имеющий ни происхождения, ни силы. Что в нем было такого хорошего? Кто мог подумать, что Линь-Му, ударившись о землю, действительно встанет и снова призовет духовный источник? Более того, его ноги стали меняться. Они укрепились в земле, словно корни, а его тело окружила зеленая энергия. Некоторые из его сломанных костей срастались, его тяжелые раны мгновенно исцелились, затем ива медленно исчезла. Увидев это, Фэн Юньтянь несколько удивился. Полезнейшая способность духовного источника этого юноши, способность к восстановлению, ива могла поглощать раны Линь-Му. Такое действительно можно было увидеть редко, на несколько секунд задумавшись, и Юнь-Тяньхэ сказал: «Боюсь, это нечто большее». Должно быть, у его тела особая суть, у него может быть эльфийское происхождение. У этого юноши есть потенциал. Чутянь тоже это видел. Кровоток Линь-Му был немного особенным, он мог временно менять суть тела, и это была мощь древнего клана. Он должен был быть потомком древнего клана, и хотя его кровь уже была разбавлена, у него все же был хороший потенциал. В крепости Черного Ветра у Линь-Му не было таких навыков. Они пробуждались не сразу после начала битвы. У него действительно был немалый потенциал, неудивительно, что безо всяких покровителей он в таком возрасте стал могущественным культиватором. Хотя у Линь-Му еще остались силы сражаться, его выбросили за пределы арены, и его, согласно правилам, исключили. Линь-Му прекрасно понимал, насколько велика пропасть между его нынешней силой и силой Ло Цзиньши. Первый раунд закончился быстро. Из команды Чутяня выбыли Сянху и Линь-Му. Остальные прошли во второй раунд. Во втором раунде Чутянь столкнулся с одним из 5 лучших учеников со двора Белого Тигра, но он тоже был на втором уровне пробужденной души. Ему не нужно было обращать внимание на подобного человека. Чутянь легко выиграл сражение, даже не доставая меч. Пятая арена. Фан Хань против Ехэня. Услышав это, Чутянь не мог не забеспокоиться за этих двух наемников. Когда Линь-Му столкнулся лицом к лицу с Ло Цзиньши со двора Черной Черепахи, все прошло нормально. Но Фань Хэ, кажется, тоже не повезло, и он столкнулся с главой двора Белого Тигра Ехэнем. Ехэнь должен был быть не слабее Ло Цзиньши. Фан Хань и Линь-Му были очень похожи. У него был редкий ледяной духовный источник, и он тоже культивировал очень сильное демоническое искусство. Он мог даже превратить свое тело в энергию льда, что тоже говорило о его древней родословной. Духовный источник Ехэня тоже был весьма странным. В самом начале сражения он призвал прозрачный духовный источник в виде демонического волка, и видно было лишь пару глаз. Эти глаза испустили сероватую рябь, и любой, кто смотрел на демонического волка, ощущал пустоту разума, словно его загипнотизировали. Иллюзорный демонический волк. Это был очень опасный демонический зверь. Хотя боевая сила этого демонического зверя была невелика, он мог нападать непосредственно на душу. Это невозможно было предсказать, а защититься от этого было практически невозможно. Ехэнь был очень талантливым человеком с редким духовным источником, который мог атаковать душу. Не отбрасывая тени, убивая без следа, нельзя было смотреть ему в глаза. Фан Хань знал, насколько страшен Ехэнь, и лучше бы он сражался с Ло Цзиньши. По крайней мере, с Ло Цзиньши он мог сражаться без посторонней помощи, а в схватке с Ехэнем он мог в любой момент умереть. Он призвал ледяного гиганта, показалось размытое ледяное зеркало, и Фан Хань воспользовался этим зеркалом, чтобы проследить за Ехэнем. Раз он не мог смотреть ему в глаза, то почему бы не следить за его движениями с помощью зеркала? Боевая мощь Ехэня была невысокой. Используя технику иллюзии, он не мог сражаться. Надо сказать, что Линь-Му и Фан Хань были хороши. Оба контролировали себя и обладали боевыми талантами. Но они допустили схожую ошибку. Они недооценили своих соперников. Трансформация чудовища-волка. «Войди в мое тело». Демонический волк Ехэня превратился в тень и слился с телом Ехэня.
человек и волк, плоть и дух, слившиеся вместе, это была унаследованная культивационная техника семьи Е, трансформация чудовища волка, эта культивационная техника требовала духовного источника в виде волка. В городе Южного неба Е Тянлан использовал эту технику, чтобы слиться с духовным источником. Тело Е Хэня стало прозрачным. Его фигура больше не отражалась в ледяном зеркале Фанханя, и Фанхань помрачнел. В воздухе мелькнули светящиеся черные когти. Ледяное зеркало разбилось. Е Хэнь перешагнул через осколки, и на Фанханя посмотрела пара светящихся глаз. Дела плохи. Столкнувшись с врагов взглядом, Фанхань тут же сплюнул кровь. Воспользовавшись возможностью, Е Хэнь ударил Фанханя и разбил его ледяные доспехи. Тяжело раненый Фанхань упал в обморок и вылетел за пределы арены. Фанхань. Линь Му быстро поспешил ему на помощь. Линь Му тоже подошел и нащупал пульс. Нахмурив брови, он сказал: «За тело беспокоиться не стоит, но его душа сильно пострадала. Что случилось?» Когда он пересекся взглядом с Е Хэнем, он уже стал жертвой техники иллюзии. Нам это показалось мигом, но в мире иллюзий прошел целый час. Это значит, что в иллюзорном мире Е Хэнь терзал Фанханя целый час. Если бы не его сила воли, выжив, он сошел бы с ума, так беспощадно. Е Хэнь посмотрел на них сверху. Его губы искривились в холодной насмешке, а затем он развернулся и ушел. Е Хэнь и Ло Цзиньши, один из них — гений духовной атаки, второй — гений ближнего боя, оба были на 3-м уровне пробужденной души, они обладали талантом и боевыми техниками высшего класса. Оба были очень сильными, они не были теми, с кем мог сражаться обычный человек. Также в Центральной государственной академии был и Чу Умин. Хотя он еще не продемонстрировал свои способности, говорили, что он опережает их на полшага. Это соревнование переполняли эксперты. Сказать, каким будет конечный результат, было трудно. Глава 154. Синяя Луань против огненного феникса. Сян Ху, Линь Му и Фан Ханя исключили. Остались лишь Чу Тянь, Фэн Цайды и Фэн Юнтянь. Снова пришла очередь Чу Тяня сражаться. Арена номер 3. Юнь Сяо против Лу Женя. Что Юнь Сяо, Чу Тянь потерял дар речи, взгляд Юнь Сяо поблек, он даже чуть не упал в обморок. Господи боже, сейчас ему даже ком в горло не лез. В этом раунде он должен был выступить против своего мастера. Юнь Сяо, даже не думая, поднял руки: «Я сдаюсь». Толпа сразу же взбудоражилась. Что он делает? Юнь Сяо был один из фаворитов этих великих игр. Не так давно 3 громовых удара, которые не мог блокировать даже культиватор 3-го уровня пробужденной души, создали ему репутацию. Этот парень признал поражение, хотя даже не начал сражаться. Ублюдок. Трус. Я поставил на тебя все деньги. Все выкрикивали оскорбления. Юнь Сяо презрительно щелкнул языком и подумал, что ничего эти идиоты не понимают. Увидев это, Юнь Тянь лишь покачал головой, однако не винил его. Юнь Сяо последовал за Чу Тянем прочь с арены. «Босс, я не колебался, потому хотел, чтобы ты раскрыл свою истинную силу, но сам я испытал немало физических и психических травм. Ты должен компенсировать мои душевные страдания. Тебя терзают душевные страдания». Отозвался Чу Тянь. «Несмотря на толстую кожу, боишься, что люди тебя ругают?» «Как ты мог это сказать? У меня еще осталось достоинство». Юнь Сяо не успел ничего сказать, потому что раздался громкий голос. Арена 1. Фэн Цайды против Наньгун Юнь. Фэн Цайды против Наньгун Юнь. Глаза Юнь Сяо засветились. Старшая сестра собирается соревноваться. «Босс, пойдем». Фэн Цайды и Наньгун Юнь шокировали в равной степени. Обе были на пике 2-го уровня пробужденной души, красота каждой могла разрушать страны. Обеим в этом году исполнилось 19 лет. Это сражение привлекло внимание бесчисленных зрителей. Долгое время жители центрального города считали Фэн Цайды отбросом, но заблокированный меридиан Фэн Цайды так быстро вылечили. Ее сила увеличилась в разы, и она одним махом прыгнула на 2-й уровень пробужденной души. Ее отцом был Фэн Юнтянь, маркиз Божественного Ветра. Жители центрального государства знали, что Фэн Юнтянь относится к дочери как к сокровищу. Когда он узнал о заблокированном меридиане Фэн Цайды, чтобы поднять уровень ее культивации, он без колебаний применил всевозможные сильнодействующие таблетки и даже использовал техники самоповреждения. Что касается культивационных методов, то он делал все, чтобы обучить ее. Когда тело Фэн Цайды излечилось, сразу же пробудился духовный источник в виде синей луань. Культивационная техника высшего класса, которую она практиковала в течение многих лет, резким скачком увеличила ее силу, позволив ей расцвести и смести на вчерашнем соревновании всех конкурентов. Она не дошла до 3-го уровня пробужденной души, но смогла сразиться с Ло Цзиньши и остальными.
так что Фэн Цайде была противником с высоким потенциалом. О Наньгун Юнь люди не знали ничего. Они знали лишь то, что она возглавляла двор Багровой птицы и была самой сильной ученицей Центральной государственной академии. Она, не сходя с места, даже блокировала 3 громовых лезвия Юнься. Это заставило всех признать ее силу. Самым важным было то, что Наньгун Юнь обладала духовным источником в виде огненного феникса, который был духовным источником божественного класса. Учитывая силу духовного источника, Наньгун Юнь была превыше всей Центральной государственной академии. Она прибыли из одной из 3 великих семей королевства, семьи Наньгун, и культивировала технику под названием «Искусство пылающих небес», которая была одной из сильнейших техник в стране Южного лета. Никто не смел недооценивать Наньгун Юнь, это действительно было сражение, которого люди ждали, они запрыгнули на арену. Наньгун Юнь была одета полностью в красное. Она была одета смело и соблазнительно, в короткие шорты и рубашку с короткими рукавами. На виду были длинные нефритовые ноги и худые руки, белые, словно нефрит. Ее грудь высоко вздымалась, и хотя она не могла сравниться с молодой госпожой, ее груди были полными и твердыми, а между ними виднелась глубокая тень. Ее огненно-красные волосы были собраны в конский хвост, а несколько свободных прядей падали на щеки. Казалось, что ее красивое и дикое тело в огне. Фэн Цайде была одета в длинный халат, плотно прилегающий к ее телу. Ее одежды были вышиты нефритовым шелком, придавая ей вид прекрасной принцессы. Черные волосы стекали по плечам, словно водопад, и почти достигали талии, однако прическа ее была опрятной. На прекрасном лице виднелась улыбка, не холодная и не теплая, но очень нежная. Она была отчужденной, но при этом дружелюбной принцессой. Слишком красиво. 2 прекрасные женщины, которые были еще и сильнейшими мастерами. Фэн Цайде знала, что Наньгун Юнь сильна, поэтому не колебалась. Ее рука скользнула к талии, и она медленно вытащила из ножен меч, сверкнувшись, словно сокровище. Когда показался меч, по тихой арене пронесся порыв ветра. Меч Божественного ветра. Это меч Божественного ветра, принадлежащий маркизу Божественного ветра. Меч высокого качества. Практически духовное оружие. 4 главы семей и мэр были поражены. Когда маркиз Божественного ветра был моложе, когда он был известен в стране Южного лета за счет того, что убил нескольких лидеров духовных животных, он пользовался именно мечом Божественного ветра. Маркиз Божественного ветра передал меч своей дочери, Чутянь, потрясённый до глубины души, смотрел на меч Божественного ветра. По качеству меч Божественного ветра превосходил адский меч, однако последний слишком долго бездействовал и теперь был ослаблен. Несмотря на то, что он купил элементаля, меч еще не достиг пика своих сил и не вернул прежнюю непобедимую мощь. Сила меча Божественного ветра не уступала силе адского меча. Когда Фэн Цайде была на уровне совершенного тела, она пользовалась оружием высшего класса, мечом осенней воды. Дело было не в том, что маркиз Божественного ветра не хотел давать ей оружие лучше, а в том, что даже если бы у нее было лучшее оружие, она не смогла бы раскрыть всю его мощь. А теперь он передал ей оружие высшего класса, меч Божественного ветра. Это ясно показывало, что он многого ожидает от Фэн Цайде. Маркиз Божественного ветра надеялся, что дочь получит его наследие. Черт возьми! Эта девушка такая бессовестная. Не удержался от восклицания Юнься. Чтобы пользоваться этим мечом, нужно мастерство. Если у нее есть навыки, она может и победить старшую. Идиот. Чутянь ударил Юнься по голове. Навык — лишь часть силы. Если верить твоим словам, то и мне не следовало сражаться с тобой, пользуясь адским мечом. Фэн Цайде, схватив одной рукой сверкающий меч, пожала руку Наньгун Юнь. «Молодая госпожа Наньгун, твой ход». Поджав губы, Наньгун Юнь хулиганским тоном сказала: «Лучше, если ты сделаешь ход первой». «Боюсь, я буду слишком сурова и могу ранить дочь маркиза Божественного ветра». У Фэн Цайде была отличная выдержка. Она ничуть не рассердилась и слабо улыбнулась. «Тогда я сделаю ход». «Пожалуйста, молодая госпожа Наньгун, будьте осторожна». Раздался птичий крик, затряслись небеса, синяя Луань вырвалась на волю, и подул дикий ветер, арену накрыло мощное давление. Синяя Луань была святым зверем ветра, которого Фэн Цайде унаследовала тоже от маркиза Божественного ветра. Это была птица, поэтому Фэн Цайде обладала способностью летать. Подпрыгнув, она взлетела в небо и слилась с синей Луань. Меч Божественного ветра несколько раз качнулся. От него непрерывно исходило синее свечение, которое сгущалось, словно буря. Меч издал птичий крик, который придал происходящему невероятное великолепие. Это песня ветра и облака. Это уникальная культивационная техника маркиза Божественного ветра. Семья Чу культивировала искусство меча, и когда они увидели эту странную технику, у них перехватило дыхание, они стали пристально следить за происходящим.
Даже Чу Син Хэ нахмурил брови. Быстро, но бессодержательно. Наньгун Юнь не бросилась вперед, потому что была полна уверенности. Увидев, что техника Фэн Цайда достигла пика, она, наконец, сделала свой ход. Небо наполнилось огненно-красной духовной энергией, словно ревущим пламенем, раздался пронзительный крик Феникса, и в стороны брызнула огненно-красная духовная энергия. Красным светом покрылась вся арена, даже облака окрасились валой. Такая ужасающая духовная энергия. Духовная энергия Наньгун Юнь по меньшей мере в 3 раза сильнее, чем у обычного человека. Неужели это страшный усиливающий эффект огненного феникса? Члены 4 великих семей нахмурились. Фэн Тянь Юнь заинтересовался происходящим. Фэн Цайдэ обладала таким же культивационным фундаментом, как и Наньгун Юнь, но по количеству и качеству духовной энергии проигрывала ей. В конце концов, с огненным фениксом не могла сравниться даже Синяя Луань. Духовная энергия Синей Луань была слабее. Синий свет, исходивший от Синей Луань, почти рассеялся. Высвободилось давление древнего божественного зверя, и справиться с ним не мог даже святой зверь, подобный Синей Луань. Синяя Луань Фэн Цайдэ не уступала драконьему мечу Чу Син Хэ, однако огненный феникс был на порядок выше, духовный источник показывал, насколько сильным может быть человек. Как Наньгун Юнь могла быть слабой, если у нее был такой сильный духовный источник, Синюю Луань и огненного феникса разделяла арена? Фэн Цайдэ сделала первый шаг и уже готовилась. За счет оружия высшего класса у нее пока оставалось преимущество. Сначала прими один из моих ударов. Длинные рыжие волосы Наньгун Юнь плясали на ветру, правый кулак, окруженный ветром, вырвался вперед, словно молот. Ветер яростно врезался в Фэн Цайдэ и немного рассеял ее энергию. Арена тряслась. Тело Фэн Цайдэ тоже дрожало. Она действительно недооценила разрушительную мощь Наньгун Юнь. Если Наньгун Юнь приблизится к ней, у Фэн Цайдэ не останется шансов на победу. Небесный бог ветра, даруй мне ветер. Введи в мой меч могучие силы небес. Синяя духовная энергия повисла в воздухе десятком синих полос. Они окружили тело Фэн Цайдэ и двигались со скоростью, которую трудно было заметить невооруженным глазом. Все полосы, созданные из ци-меча, издавали птичьи крики. Это была легендарная песня ветра и облака. Поражены были даже культиваторы семьи Чу. Они никогда не видели такого искусства меча. Оно могло создавать множество полос из ци-меча. Чтобы убить врага, было достаточно лишь одного вздоха. Они могли защищать тело и атаковать врага, это действительно было великолепное искусство меча. Фэн Цайдэ недооценила Наньгун Юнь, но и Наньгун Юнь тоже оказалась слишком самоуверенной. Она не должна была допустить, чтобы первый шаг сделала Фэн Цайдэ. Песня ветра и облака была очень сильной техникой, но вместе с ци-меча, принадлежащей мечу божественного ветра, ее силы перешли на новый уровень. Могла ли Наньгун Юнь противостоять атаке, которая опустошала небо? Теперь все беспокоились за Наньгун Юнь. Наньгун Юнь закрыла глаза и, словно стрела, ударила прямо в гущу ци-меча Фэн Цайдэ. Вокруг нее появилась звездная глазурь, которая столкнулась с ци-меча. На звездном барьере появились трещины, но он не раскололся на части. Что? Разве это не оборонительная техника брата Лу? Фэн Цайдэ обнаружила, что Наньгун Юнь использует ту же оборонительную технику, что и Лу Жень. Должно быть, Наньгун Юнь как-то связана с Лу Женем, иначе откуда бы она могла узнать про такую культивационную технику? Эта оборонительная техника была слишком сильной, будучи на 9 уровне совершенного тела. Благодаря этой мощной оборонительной технике Лу Жень убил культиватора пробужденной души. Фэн Цайдэ боялась, что песня ветра и облака окажется слишком сильной, что она случайно ранит Наньгун Юнь, однако теперь это ее не волновало. Она выложится изо всех сил, синяя ци-меча окружила ее. Словно дикая буря. Высвободив духовную энергию, Наньгун Юнь окружила свое тело языками пламени, пылающий небесный кулак. Две бурные энергии столкнулись. Применив кулак, Наньгун Юнь уничтожила большую часть ци-меча, что стремилась к ней, толпа была ошеломлена. Эти две девушки оказались слишком сильными. Она блокировала ци-меча, исходящую от меча божественного ветра, воспользовавшись лишь кровью и плотью, и эта сила ошеломляла. Этот кулак не смог бы отбить даже культиватор 3-го уровня пробужденной души. Вот только синих полос было слишком много, и все они нападали с разных сторон. Наньгун Юнь уничтожила совсем немного, однако остальные рухнули на нее, заметно снизив скорость ее реакции. На барьере бессмертного звездного тела появлялись все новые и новые трещины, и скорость восстановления звездного света не могла устоять перед этим натиском. Фэн Цайдэ была очень хитрой, атакуя, она продолжала отступать. Культиваторы ветра обладали большой скоростью, так что Наньгун Юнь было трудно поймать ее, не говоря уже о том, что ее атаковали песни ветра и облака. Ее скорость становилась все меньше.
Все понимали, что Наньгун Юнь была готова и к атаке, и к обороне, и в обеих сферах она была очень могущественной. Как только ее сила достигнет пика, Фэн Цайде долго не продержится. Преимущество Фэн Цайде заключалось в ее скорости. Сильный меч божественного ветра и мощные техники нападения восполняли ее недостаток боевых сил. Скорость Фэн Цайде была намного выше, чем у Наньгун Юнь, а песня ветра и облака лишь добавляла нестерпимый натиск. Пространство арены было ограниченным, и куда бы Наньгун Юнь ни пошла, она всегда оказывалась в диапазоне атак Фэн Цайды. Из-за натиска Наньгун Юнь не могла поймать Фэн Цайды. Фэн Цайде была очень умна и держала врага в страхе. Наньгун Юнь не могла высвободить разрушительную силу, натиск полностью подавлял ее. «Бессмертное звездное тело разрушается», — сказал Чутянь, нахмурив брови. «Наньгун Юнь проиграет». «Ах! Что нам делать?» Юнь Ся с тревогой почесал затылок, потому что не сомневался в наблюдательности Чутяня. Когда Чутянь понял, что Наньгун Юнь проиграет, старшая не могла миновать катастрофы. Фэн Цин Юнь фыркнул. В его глазах мелькнул холодный свет. Члены 4 великих семей перешептывались. Потенциал Фэн Цайды был слишком мощным. Скоро в центральном государстве появится 5-й молодой мастер. На лице у мэра было странное выражение, однако он улыбнулся Фэн Юнтяню и сказал: «Старший брат, прогресс Цайды действительно поражает». Но лишь он знал, о чем он думал. На лице Фэн Тянь Юня показалась улыбка. Все думали, что поражение Наньгун Юнь всего лишь вопрос времени. Наньгун Юнь была очень раздражена. Господи, она никогда не думала, что с этой отвратительной девушкой будет так трудно справиться. Если бы она знала об этом раньше, то немедленно бросилась бы вперед и ударила ее прямо по лицу. Но теперь она двигалась стремительно, словно призрак. Разве ее можно было поймать? В естественных условиях Наньгун Юнь могла отступить и позволить бессмертному звездному телу восстановиться, а затем возобновить преследование. Но диапазон атак ветра охватывал эту ограниченную арену, и она не могла сбежать от Фэн Цайды. Она постоянно находилась под сильными атаками противника. Скорость восстановления бессмертного звездного тела не могла сравниться со скоростью уничтожения. Неужели она проиграет? Снизу на нее смотрел босс, и ей было бы слишком стыдно проиграть вот так. Наньгун Юнь была очень сильной и пообещала втоптать босса в землю. Если она так рано проиграет, то станет не только безвольной, но и бесполезной. Перед лицом Фэн Цайды она оказалась на грани поражения. Нет, тупика не было, остался еще один прием, хотя она еще не овладела им полностью. Глава 155. Распределительный турнир. Песня ветра и облака полностью сдерживала Наньгун Юнь, и все думали, что победителем станет Фэн Цайды. Однако Наньгун Юнь не желала проигрывать, еще не настало время ее поражения. Когда она покидала город Южного Неба, чтобы приехать в город Южного Неба, Чутянь дал ей свиток с великим писанием Нирваны. Тогда Наньгун Юнь посчитала, что великое писание Нирваны будет таким же мощным культивационным методом, как и бессмертное звездное тело. Когда Наньгун Юнь успокоилась и прочла великое писание Нирваны, она осознала свою ошибку. Великое писание Нирваны было древней культивационной техникой, которая была намного сильнее, чем бессмертное звездное тело, но и в 10 раз загадочнее, чем бессмертное звездное тело. Она никогда не слышала о ресурсах, которые нужны были для ее применения, так что культивировать ее было невозможно. Когда Чутянь давал ей великое писание Нирваны, он не думал, что Наньгун Юнь вообще будет ее культивировать. Чутянь принес из будущего не так много культивационных техник высшего класса, а сильная культивационная техника, бессмертное звездное тело, была лишь техникой очищения тела. Она годилась для ранних или средних ступеней культивации, а великое писание Нирваны требовало гораздо большего. У Чутяня было несколько похожих культивационных техник, однако у них были высокие требования. Найти ресурсы, необходимые для практики, было трудно, и пока он вообще не мог их культивировать. Чутянь дал Наньгун Юнь великое писание Нирваны, надеясь, что она изучит технику и заложит фундамент на будущее. Эта техника могла помочь искусству пылающих небес, которое она практиковала. Громко взревев, Наньгун Юнь уничтожила несколько полос, созданных из ци-меча. Фэн Цайды взмахнула мечом божественного ветра. 7-8 полос сплелись, окружив Наньгун Юнь, словно клетка. Клетка сжалась, и на нее рухнуло мощное давление. Звездная глазурь раскололась на куски, барьер бессмертного звездного тела разбился, превратившись в бесчисленные сверкающие искры, он раскололся. Наконец-то он раскололся. Эта невероятно мощная оборонительная техника не выдержала натиска Фэн Цайды, а атаки Фэн Цайды были слишком частыми, она нападала непрерывно, и остановить ее не могло даже бессмертное звездное тело. Результат был ясен с самого начала. Фэн Цайды потратила 70% духовной энергии, а Наньгун Юнь использовала около 30%.
Фэн Цайде пошла на такие траты, чтобы получить возможность выиграть. Хватит сражаться. Тебе будет больно. Фэн Цайде знала, что Наньгун Юнь связана с Лужинем, и теперь, когда ее защита рухнула, Фэн Цайде не хотела причинять ей вред. Прекрати. Я не сдамся. Как Наньгун Юнь могла сдаться, собрав духовную энергию, она изо всех сил приготовилась. Когда Фэн Цайде увидела это, она поняла, что у нее нет выбора. Если она начнет колебаться и позволит Наньгун Юнь восстановить барьер бессмертного звездного тела, у нее не будет достаточно духовной энергии для изматывающего сражения. Она подняла меч божественного ветра. Ци меча, окружающее ее тело, напоминала солдат, которые, получив приказ, синхронно устремились к Наньгун Юнь. Какой бы сильной ни была духовная энергия Наньгун Юнь, она не могла уничтожить всю Ци меча, что стремилась к ней. Победителя выбрало одно единственное мгновение. Это был самый критический момент. Наньгун Юнь глухо взревела, и огненный феникс запылал, как огонь, в который плеснули бензин. Его окутало золотисто-красное пламя, окутанное святой аурой. Это что происходит? Маркиз Божественного Ветра, мэр и главы 4 великих семей вздрогнули. Их взгляды стали потрясенными, потому что это было не искусство пылающих небес семьи Наньгун. Наньгун Юнь исчезла, и в воздухе остался лишь огненный феникс. Синяя Ци меча упала на тело огненного феникса, но не сокрушила его, а сделала еще больше. Ветер лишь разжигал огонь. Издав протяжный крик, огненный феникс ринулся к Фэн Цайде. Столкнувшись с такой мощью пламени, Фэн Цайде потрясенно замерла. Она никогда бы не подумала, что контратака, загнанной в ловушку Наньгун Юнь, окажется такой мощной. Из огненного феникса выскочил пылающий силуэт Наньгун Юнь, и к Фэн Цайде устремился кулак. До того, как кулак коснулся ее, дикая энергия разорвала на части духовную энергию, защищающую ее тело. Фэн Цайде простонала, выплюнув полный рот крови, улетела за пределы арены. Она проиграла, Фэн Цайде все же проиграла. Наньгун Юнь медленно приземлилась в центр арены. Ее лицо было совершенно бледным. Эта атака отняла у нее слишком много сил, и теперь она едва держалась на ногах. Фэн Цайде медленно встала. На ее одежде были следы огня, и выглядело это очень угрожающе, однако она знала, что в конце Наньгун Юнь сдержалась, поэтому она не пострадала. Подняв меч Божественного Ветра, она вернула его в ножны. Затем сложила руки и сказала Наньгун Юнь: «Молодая госпожа Наньгун, ты на более высоком уровне. Я признаю свое поражение. Тебе очень повезло». Наньгун Юнь ответила ей не очень-то вежливо. «У меня было недостаточно духовной энергии, иначе один удар кулака на полгода уложил бы тебя в постель». Она действительно любила притворяться сильной, мэр вздохнул. Жаль, очень жаль. Цайде была слишком небрежна, однако ее сила определенно сделала бы ее чемпионом. Ха-ха-ха, поражение — это нормально. Цайде не смогла победить дочь семьи Наньгун, хохотнул маркиз Божественного Ветра, что касается статуса чемпиона. Возможно ли это? Даже если бы она не проиграла дочери семьи Наньгун, она все равно не была бы достойным противником твоему сыну. Ничего бы не изменилось, ничего. Глаза мэра заискрились, и он, ничего не говоря, улыбнулся. Он тщательно подготовил это соревнование. Ни Ло Цзиньши, ни Е Хэнь, ни Чу Фэн, ни один из них не станет чемпионом. Им не станет даже Наньгун Юнь, скорее, им станет некто, о ком никто даже не думал. «Босс, как дела?» «Я очень сильна, вот видишь». Наньгун Юнь спрыгнула с арены, взбудораженная, встала перед Чутянем. «Кажется, теперь мне будет очень легко тебя победить». «Босс, не вини меня в неуважении, я немного пожалею тебя», Чутянь презрительно посмотрел на нее. «Тебе просто повезло, что крупицы знаний из Великого Писания Нирваны удалось совместить с искусством пылающих небес, однако ты до сих пор думаешь, что можешь победить меня». Наньгун Юнь фыркнула и сказала: «Узнаем, когда сразимся в финале». Это было великолепное сражение. Однако, когда столкновение Фэн Цайде и Наньгун Юнь подошло к концу, стали определять чемпионов 6 арен. Этими 6 людьми были Чу Уфэн, Ло Цзиньши, Е Хэнь, Наньгун Юнь, Лу Жэнь и Фэн Цин Юнь. В силе первых 4 можно было не сомневаться. Однако и Фэн Цин Юнь, и Чутянь не сражались так зрелищно. Чутянь до самого финала не вытаскивал меч. Фэн Цин Юнь, сражаясь с врагами, использовал минимум сил, поэтому его истинная мощь была неизвестна. Первое место отдадут одному из 6 человек. Да начнется турнир. Пусть 6 сильнейших соперников выйдут на арену. Под пристальными взглядами зрителей 6 чемпионов вышли на арену, готовясь к самому важному финальному раунду. Согласно правилам Великих Игр, они были достаточно сильны, чтобы участвовать в центральном государственном испытании. Отборочные турниры закончились, 6 игроков выбрали, и настало время распределительного турнира.
6 человек сразятся в великой битве, а затем их выступления будут оценивать. После распределительного турнира будет круглый стол. Если кто-то останется недоволен полученным классом, он сможет бросить любому из них вызов, и если он победит, то сможет войти в первую шестерку. До этого были лишь парные поединки, однако теперь будет самая настоящая битва, 6 человек будут сражаться в ближнем бою, пока не упадут с арены или не потеряют силы сражаться. В конечном итоге оцениваться будет их продуктивность, 6 человек уже заняли свои места на арене. Чу Фэн был худым юношей в форме семьи Чу и обладал драгоценным мечом. Вид его был посредственным, однако взгляд был невероятно острым, как лезвие ножа. Ло Цзиньши был высоким и крепко сложенным, с густой бородой, которая напоминала львиную гриву. Окруженный благородной аурой, которая наполняла воздух, он походил на льва, стоящего среди прерий. Ехэнь обладал средним ростом и сдержанной аурой, но холодный взгляд выдавал в нем нечто зловещее. Словно он был опасным демоническим волком, который скрывался в джунглях. Когда трое вышли на сцену, толпу охватило потрясение. Эти трое были высшими гениями Центральной государственной академии. Примерно 90% зрителей думали, что великим чемпионом станет один из них. Из 3 оставшихся довольно выдающейся считалась Нань Гун Юнь, но она пережила изнурительное сражение с Фэн Цайды, и было неизвестно, восстановилась ли она. Что же насчет Фэн Цин Юня и Лу Женя? Толпа лишь качала головами. Фэн Цин Юнь носил фамилию Фэн, поэтому он должен был быть таким же, как Фэн Цайды, членом семьи Фэн. Вот только имя Фэн Цин Юня было непопулярным, поэтому никто не думал, что он будет сильной личностью. Что же насчет парня по имени Лу Жень? Это имя означало «прохожий». Хотя у него было немного мастерства, выступление его было довольно обычным. Вероятно, он прошел в заключительный этап, потому что оказался удачливым. Фэн Цин Юнь не был знаменит, но он все равно был из известной семьи. Лу Жень был просто одиночкой, какие у него могли быть навыки, смущало всех одно. Почему Юнь Ся, у которого был потенциал, внезапно сдался Лу Женю? Однако даже несмотря на это, никто не смотрел на него благосклонно. Формально великие игры еще не начались, однако 6 уже изучали друг друга. Чу Уфэн холодно уставился на Чутиня. «У тебя есть потенциал, поэтому тебе не следует оскорблять семью Чу. Я даю тебе последний шанс, откажись от участия в соревнованиях, и семья Чу наймет тебя. Посвяти себя семье Чу, и я могу попросить для тебя пощады». В семье Чу достаточно человек, так что неважно, появится ли у них еще один лакей. Внезапно вмешался Ло Цзиньши. «Ты должен перейти в семью Ло, и я даже буду лично тебя обучать». «Что скажешь?» Ехэнь хладнокровно хмыкнул, и воздух заполнили невидимые колебания духовной энергии. «У тебя нет иного выбора, кроме как посвятить себя семье Е. Иначе я не позволю тебе уйти с этой арены живым». Возможно, простые люди не знали Чутиня, однако члены великих семей уже изучили его. Хотя они не знали о подлинной личности Чутиня, но было известно, что он блокировал удар Чу Синхэ и смог выжить. Некоторые даже знали, что он имеет отношение к залу Цилинь. Этот человек был ценным. Ха-ха. Наньгун Юнь не удержалась от смеха. «Ты действительно популярен. Это даже заставляет меня ревновать. Иначе и быть не могло. Такой выдающийся и прекрасный человек, как я, не может скрыть собственное величие». Весело рассмеялся Чутянь. 3 молодых мастера были в ярости. Этот чертов парень даже не отнесся к их словам с уважением, прямо в этот момент. Бом! Небо наполнил громкий и отчетливый звон колокола. Началось финальное соревнование.